Сегодня мы расскажем о 5 феноменальных деревьях, чье существование ломает привычные представления о жизни, и каждый из них научно задокументирован. Наш первый удивительный пример находится на пляжах Карибских островов между Кубой и Венесуэлой. Там, среди тропической зелени, вы увидите невысокое дерево с блестящими листьями, ствол которого помечен красной полосой. Эта метка несет простое, но жизненно важное предупреждение. Приближаться и отдыхать под ним строго запрещено. Это растение известно как манцинелла, или, как его еще называют, манзаниловое дерево. Его латинское название переводится как «маленькое яблочко, сводящее лошадей с ума», что уже говорит о многом. Недаром Книга рекордов Гиннесса присвоила манцинелле титул самого опасного дерева на всей планете. Абсолютно все части этого коварного растения, без единого исключения, содержат смертельный яд. Всего одна капля его млечного сока, попав на кожу, вызывает болезненные волдыри уже через пару минут. Даже дождевые капли, стекая с листьев, становятся переносчиками яда, обжигая любого, кто осмелится укрыться под кроной. Дым от горящей древесины, если ветер принесет его в лицо, может вызвать временную потерю зрения, а плод, внешне похожий на маленькое яблоко и обладающий сладким ароматом, при проглатывании гарантирует смерть. Манцинелла принадлежит к семейству молочайных, где многие виды используют химическую защиту, вырабатывая разрушающие клеточные мембраны эфиры. Эта смертоносная защита, отточенная природой, формировалась миллионы лет, став идеальным оружием против травоядных. Однако история не сохранила, кто первым из людей превратил ядовитое дерево в орудие. Известно лишь, что карибские племена владели его секретами задолго до прихода европейцев. Они умело собирали млечный сок в полые тростниковые трубки, используя его для пропитки наконечников своих стрел. Даже незначительная царапина таким отравленным оружием могла обездвижить противника на долгие часы или даже целые сутки. Индейцы Калуса, в совершенстве зная свойства дерева, даже применяли его сок для отравления источников питьевой воды враждебных племен. В 1521 году испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон отправился во вторую экспедицию к берегам Флориды. В ходе ожесточенной схватки с индейцами Калуса в районе залива Шарлотта одна из стрел пронзила ему бедро. Ядовитый сок манцинеллы моментально проник в его кровь, начав свое разрушительное действие. Корабль с раненым предводителем был вынужден спешно вернуться на Кубу. К сожалению, первый европейский губернатор Пуэрто-Рико скончался в Гаване всего через несколько дней после полученного ранения. В наши дни туристические службы на Багамах, Кюрасао и Доминике устанавливают специальные предупреждающие знаки у каждого опасного экземпляра в зонах отдыха. Иногда для дополнительной безопасности вокруг дерева рисуют красный круг, чтобы каждый мог заметить его издалека. Несмотря на всю опасность, древесина манцинеллы находит применение в мебельных мастерских Карибского региона. Перед тем, как срубить дерево, его ствол у основания обугливают, чтобы ядовитый сок не попал на пилу. Это предотвращает контакт сока с руками рабочих, защищая их от болезненных ожогов и других серьезных последствий. Однако не только современность хранит истории о коварстве ядовитых деревьев. В прошлом, сражаясь с индейцами Калуса во Флориде, стрела ранила европейского губернатора. Трагическая случайность. Сок манцинеллы, попав в открытую рану на бедре, проник в его кровь, усугубив и без того тяжелое положение. Несмотря на срочное возвращение на Кубу, первый европейский правитель Пуэрто-Рико скончался в Гаване спустя всего несколько дней после ранения. Но опасность, исходящая от деревьев, не всегда связана с их химическим составом или возрастом. Иногда угроза приходит совсем с другой стороны. Небесные силы порой оборачиваются неожиданной и разрушительной стихией, способной таить в себе скрытую угрозу для лесных гигантов. Так, 5 июля 2022 года в поселке Риджвилл Тауншип бушевала ночная гроза, ставшая причиной необычного происшествия. Молния ударила в высокий клен, стоявший рядом с жилым кварталом. Соседи слышали грохот, но видимого пламени не заметили. Лишь на следующее утро жители обнаружили сквозь узкую щель в коре дерева ровное оранжевое свечение, словно внутри работала печь. Это было поразительное зрелище. Казалось, будто могучий ствол превратился в горящий изнутри очаг, скрывающий пламя от внешних глаз. Прибывшая на вызов пожарная команда Риджвилла столкнулась с необычной задачей, быстро поняв, что дерево пылает изнутри. Снаружи кора оставалась целой, а ветви по-прежнему были живыми, тогда как сердцевина превратилась в настоящий столб огня и дыма. Что же именно происходит в сердцевине дерева в тот момент, когда в него ударяет мощный электрический разряд молнии?
Разряд молнии обладает невероятной температурой, около 30 тысяч градусов Цельсия, что в 5 раз горячее поверхности Солнца. Часто старые крупные деревья имеют внутренние полости, образовавшиеся из-за гнили или предыдущих повреждений, включая удары молнии. Ток проходит по влажной древесине вдоль этой полости, точечно поджигая ее, а поток воздуха через ту же щель превращает ствол в подобие каминной трубы. Возникающая тяга лишь сильнее раздувает пламя, превращая внутреннюю полость в настоящий огненный канал. Под воздействием этого эффекта фронт пламени начинает медленно, но неуклонно подниматься вверх по стволу. Профессор Гильермо Рейн из Имперского колледжа в Лондоне, комментируя ситуацию для прессы, подробно описал этот феномен. Изначально происходит медленное тление, которое постепенно расширяет внутреннюю полость, словно прогрызая ее. Как только отверстие становится достаточно большим, тление переходит в открытое пламя, и скорость горения значительно возрастает. При этом внешне дерево сохраняет свою структуру и форму, так как живой слой древесины под корой содержит до 60% влаги. Этот влажный барьер действует как природный изолятор, не позволяя огню прорваться сквозь кору и вырваться наружу. Подобный эффект каминной трубы хорошо известен специалистам по пожарной безопасности, хотя и в ином контексте. Высокие и узкие шахты лифтов или лестничных пролетов действуют аналогично, способствуя быстрому распространению огня вверх. Таким образом, старый клен с внутренней пустотой ведет себя как своего рода уменьшенная модель такой вертикальной шахты. Пожарная служба Риджвилля сообщила, что им пришлось вызвать арбористов, вооруженных пилами, для решения этой проблемы. Дерево пришлось полностью распилить, чтобы добраться до каждой раскаленной точки внутри ствола и полностью потушить огонь. Подобные инциденты регулярно регистрируются в различных штатах Америки и нескольких европейских странах. Например, в 2015 году в Огайо дерево прозвали «дьявольским» из-за зловещего красно-оранжевого свечения в его трещинах. Снаружи его крона оставалась зеленой и обычной, но внутри несколько часов бушевал устойчивый огонь, видимый через щели. Специалисты лесной службы США настоятельно советуют держаться подальше от подобных деревьев, даже если кажется, что огонь уже потух. Скрытое тление внутри полого ствола способно внезапно вспыхнуть с новой силой при малейшем дуновении ветра. И если живое дерево может стать жертвой огня, то внутри одной гигантской пустоты может оказаться целое дерево. Перенесемся на северо-восток Нигера, в регион Тенере, расположенный в самом сердце бескрайней Сахары. Это было 21 мая 1939 года. Командир военной миссии союзников Мишель Сурт внезапно остановил свой автомобиль у одинокой акации. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались лишь безжизненные пески и палящее солнце. Согласно тогдашним картам, ближайшее от ней дерево находилось на расстоянии 400 километров в любом направлении. В своем отчете Лесурт выразил недоумение, как подобное дерево может выживать в столь суровом климате. Еще до войны французский этнограф Анри Лот описывал эту акацию как растение с поврежденным стволом, но при этом с живой листвой. Акация Тенере, как ее прозвали, провела на этом месте примерно 3 столетия. Когда-то давно Сахара была покрыта лесами, но изменение климата иссушило регион, оставив эту акацию в полном одиночестве. Ее корни уходили глубоко в песок, достигая 36 метров, чтобы добраться до грунтовых вод. Такая глубина сопоставима с высотой 11-этажного здания, уходящего вертикально вниз. Эту невероятную глубину удалось измерить зимой 1938-39 годов, когда рабочие рыли колодец рядом с деревом. Возникает вопрос, зачем дереву понадобился такой необычайно длинный корень, ведь поверхностной влаги в Сахаре не было. Единственный источник влаги находился на большой глубине, и только дерево с таким длинным корнем могло выжить в этом суровом краю. Французский офицер Лесурт в своем отчете выражал удивление, не понимая, как акация выживает в столь неблагоприятном климате. Еще до войны этнограф Анри Лот описывал акацию как дерево с поврежденным стволом, но удивительно живой кроной. Эта акация-одиночка простояла на своем месте около 3 веков, символизируя стойкость жизни в условиях полной изоляции. Для караванов соляной торговли Азалай, проходивших между оазисами Агадес и Бильма, акация Тенере была жизненно важным ориентиром. Для туарегов это дерево служило последним знаковым пунктом перед многодневным переходом через бескрайнюю пустыню. Несмотря на отсутствие других деревьев в радиусе сотен километров, никто никогда не смел отрубить ее ветвей для костра.
Туареги по своим родовым традициям считали акацию неприкосновенной, оберегая ее от любого вреда. Но что же произошло с этим символом стойкости, который простоял в полной изоляции более 300 лет? По свидетельствам очевидцев, 8 ноября 1973 года ливийский водитель грузовика, будучи пьяным, двигался по старому караванному маршруту. Его путь пролегал через 400 километров открытой пустыни, где единственным препятствием на пути стал одинокий ствол акации. Грузовик врезался в дерево, его ствол сломался у самого основания, и акация, простоявшая века, рухнула. Останки легендарного дерева были перевезены в Национальный музей Нигера, расположенный в столице Ниамей. Там они выставлены под специальным навесом, доступным для всех желающих увидеть эту уникальную реликвию. На месте, где когда-то возвышалась акация, туареги установили металлическую конструкцию, отдаленно напоминающую ее крону, как вечный памятник. На картах Мишлен 70-х годов акация Тенере была единственным обозначенным объектом на листе с масштабом 1 к 4 миллионам. Такой уровень детализации обычно применяется для отображения целых стран, что подчеркивало ее уникальность. Порой многомиллионная эволюционная защита неожиданно оказывается бессильной перед угрозой, для которой она не предназначалась. Теперь перенесемся на полуостров Кейп-Йорк, в самую северную часть австралийского штата Квинсленд. Там, высоко над густым пологом тропического леса, возвышается одинокий гигант с пышной раскидистой кроной. Это анчар, тропическое растение, принадлежащее к семейству тутовых. Ареал его обитания не ограничивается Австралией. Он простирается от Индии и Шри-Ланки до самых островов Полинезии. Его млечный сок содержит мощный токсин — антиарин, относящийся к сердечным гликозидам. Этот яд способен остановить сердце любого млекопитающего всего за несколько минут. На протяжении тысячелетий малайские и ибанские охотники использовали этот сок для смазывания наконечников своих духовых трубок. За 80 миллионов лет эволюции анчар довел свою защиту до совершенства, оберегая себя от всех, кто пытался им полакомиться. Действительно, млекопитающие обходят его стороной, не рискуя приближаться к ядовитому дереву. Но именно здесь и кроется неожиданная ловушка, парадокс его существования. Каждый ноябрь из Новой Гвинеи в Северную Австралию мигрирует блестящий скворец, чьи стаи выбирают самый высокий анчар, чтобы свить в нем до 1000 висячих гнезд из коры и травы. Эти гнезда, напоминающие свисающие груши, плотно облепливают ветви, словно грозди винограда. Птичья колония обитает здесь с ноября по апрель, в период размножения на австралийском континенте. Биолог Дэниел Натуш из Сиднейского университета документировал, как колонии использовали одно дерево более 15 лет подряд. Так дерево, неприступное для сумчатых и змей, стало идеальным убежищем для птичьего потомства. Хищники, способные преодолеть ядовитую крону и добраться до гнезд, в этой местности практически отсутствуют. Но что же происходит в это время прямо под защитной кроной анчара? Ежедневно тысячи птиц сбрасывают помет, а также падают плоды и мертвые птенцы. Под деревом образуется лишённая растительности площадка эллиптической формы, примерно 10 на 14 метров. Исследование, опубликованное в 2016 году в журнале PLOS ONE, измерило концентрацию азота и аммиака в этой почве. Их содержание оказалось настолько высоким, что полностью выжигало молодую растительность вокруг ствола. Под кроной анчара таким образом возникает еще один совершенно иной парадокс. Дикие свиньи и питоны активно стекаются к этому месту, привлеченные обилием легкодоступной пищи. Эта голая площадка под ядовитым деревом становится настоящим кормовым центром для всей окружающей фауны. Сюда также приходят скоробеи, ящерицы и другие ночные животные, чтобы поживиться остатками. Но даже семена самого анчара, попадая в эту перенасыщенную землю, оказываются неспособными к прорастанию. Почва под кроной, обогащенная отходами, состояние химического ожога постепенно вредит даже корням родительского дерева. Так, дерево, идеально защищенное от животных, оказывается неспособным дать жизнь собственному потомству. 80 миллионов лет защиты подарили анчару крону без врагов, но и почву, где его же семена не выживают. Мы рассмотрели 6 деревьев, 6 уникальных примеров того, как природа разрушает наши привычные представления. Будь то возраст, защитные механизмы или окружающая среда,
Наши интуитивные ожидания часто оказываются ошибочными, ведь любой из этих параметров порой оборачивается против самого организма, который их активно использует для выживания. Это подчеркивает удивительную сложность и непредсказуемость мира живых систем, где каждая стратегия имеет свою цену. Истории этих деревьев заставляют нас задуматься о глубоких законах природы и ее удивительных, порой парадоксальных стратегиях. До новых встреч в мире удивительных открытий и невероятных загадок природы на нашем канале.